сегодня такой челлендж. И никто там не говорит по-английски. Нет там никакого ресторана вообще в этом месте. Будем искать. Всем привет! Сегодня гуляем, небольшая прогулка. Вот, на самом деле, сейчас хочу зайти в пару мест. Вот, узнать по поводу работы вообще. Потому что дома сидеть тоже такое себе занятие. Да и деньги лишние не бывают. Вот, сегодняшнее у нас видео будет касаемо работы. Есть ли работа тут во Вьетнаме и какая и так далее. Вот. Значит, что я ищу? Я ищу сейчас европейские рестораны. Соответственно, так как я шеф-повар, повар и все, что с этим связано. Вот, сейчас будем искать сегодня европейские рестораны. В пару мест зайдем. Вот. Вчера заходил в 2 или в 3 места. Но в итоге отправил на почту им резюме свое. Пока ничего не отвечали, не знаю. Вот, как-то так. Вот, а помимо ресторанов, что-то... Да я даже не знаю, вроде ничего больше не умею. Готовить умею. Hello. Hello. Вот, и поэтому ищем ресторанную движуху, все. Посмотрим. Вот, а так, общаясь с людьми тоже, здесь в ресторанной сфере как бы и европейцы, ну, не особо востребованы. Хотя нет, почему, бывает заведения специализированные какие-то, там да. То есть здесь много итальянских ресторанов, очень много французских ресторанов. Круто, как бы, в этом плане, что, ну, это есть. И, соответственно, у меня тоже есть опыт в этом. Но насколько это востребовано, насколько есть вакансии, это еще надо, предстоит узнать. Ну, на данный момент, сколько я узнавал, вроде бы нифига. Так, сейчас я гляну быстро в этот телефон, посмотрю, адрес проверю. Так, ладно, здесь что-то у нас по карте неправильно показалось. Пойдем дальше. Тут есть недалеко один стейкхаус. Сейчас зайдем туда, посмотрим, что нам скажут. Спрошу, удочку заброшу. Вот, а так какая-то еще работа, я не знаю, надо посмотреть вообще. Но тут зависит от навыков. Тут много требуется преподавателей английского, но в моем случае это не про меня. Потому что, как я уже говорил где-то, мой английский оставляет желать лучшего. Вот, но они вроде как зарабатывают хорошо здесь, преподы по английскому. Так, выходим на главную улицу. Сейчас посмотрим, зайдем. В общем, только что был в одном месте. Вот, подошел. Там чувак какой-то сидел на ресепшн. Ну, я ему начал спрашивать насчет работы и так далее. А он на меня смотрит, глазами моргает. И потом в итоге мне дает Google переводчик. И пытается, ну, объяснить, типа, напиши, я, говорит, тебя не понимаю. Вот, а как бы... В чем прикол, то, что это европейский ресторан. Ну, якобы, как он сейчас заявляет, стейкхаус и так далее. Вот, но, как оказалось, я его спросил, кто-нибудь по-английски вообще говорит. Он кивает, что нет. И никто там не говорит по-английски. Хотя заведение вроде бы в центре. Такое, ну, нормально сделанное. Ну, вот вам, пожалуйста, хороший пример, что с английским языком туго не только у меня, а даже у квалифицированных работников в хороших заведениях. Вот такая вот история. Так, ладно, мы идем дальше. Так, нам надо будет сейчас перейти на ту сторону. И пойдем в сторону, ну, вдоль пляжа, скорее всего. Там еще есть пару заведений.
Так, сейчас, наверное, дальше перейдем. Вот как бы вот такие вот пироги. Такая вот тема. Потому что вроде бы заведения есть, но толку в этом нет никакого. Потому что коммуникации ноль. Вот это одна из больших проблем здесь, во Вьетнаме. Да, понятно, что есть там крупные какие-то компании, и там все на английском, но в моем случае, вот, что касается вот ресторанов, здесь вот так. Поэтому, ребята, учите английский все, и будет проще. В общем, нашел сейчас еще один ресторан итальянский. Тут показывает 7 минут до него идти. Вот. Попробуем туда зайти. Посмотрим, что нам скажут. Короче, друзья, сегодня такой челлендж. Найди работу во Вьетнаме. Забавно. Будем искать. Кто ищет, тот всегда найдет. После Польши, конечно, труднее, потому что там все-таки движуха более схожа с российской. Да и в принципе там и менталитет похож, и кухня похожа, и язык похож. А здесь вообще все по-другому. Начиная там от языка и вообще всего. Поэтому здесь намного сложнее все это. Не так просто, как кажется. И английский даже не поможет. Так, показывает еще 4 минуты идти. Ну, посмотрим. А, еще здесь вот такой вот местный прикол. Это вот тротуары все в мопедах. Нужно постоянно все это обходить как-то, непонятно. Вот вроде бы тротуар, да? А нифига. По нему ты не пройдешь. Никогда. Если только ночью, когда нету никого на улице, то в принципе мопедов нету. А днем, в дневное время, фиг вы просто так спокойно пройдете по тротуару. Это невозможно. И это немножко напрягает на самом деле. Хоть и привыкаешь к этому, но до конца к такому привыкнуть тяжело. Вот вроде бы вот тротуар. Сейчас на него зайдем и посмотрим, сколько можем пройти по нему. Слушайте, ну метров 40 свободно. Прогресс. Вот так вот спокойно по тротуару могут ездить, парковаться где хотят. Вот такая вот приколюха местная. В общем, заходил сейчас в итальянский ресторан, но тоже никак не продуктивно это было. Там в ресторане была девушка, она вообще не говорит по-английски. От слова совсем. Тоже что-то там объясняли на пальцах друг друга по поводу там работы. Но все ни к чему не пришло. В общем, им не требуется никто. И стояли, короче, не понимали друг друга. Повернуть налево. Ого, сколько собак там. Так, повернуть налево. И где-то здесь будет дальше ресторан в конце улицы. Так, где-то здесь будет стройки какие-то. В общем, был только что, смотрел, нет там никакого ресторана вообще в этом месте. Очень странно. На карте он есть, как бы, а по факту его нет. Там какая-то стройка или ремонт идет. Может быть, что-то меняет, может быть, что-то, я не знаю. Ну, в общем, ничего там нету. Уже задолбался искать. Так, ну давайте попробуем сейчас еще одно место посмотреть. Подальше пройдем в сторону набережной. В общем, дошли мы на главную улицу кое-как.
Вот по этим лабиринтам, каким-то трущобам. Вот, сейчас тут недалеко будет ресторан, ну типа топовый какой-то, итальянский. Вот, зайдем туда, посмотрим. Он открыт с 6, еще закрыто, но я думаю, там кто-то будет, и попробуем, может быть, как-то пообщаться даже. Вот, а все, что сегодня было до этого, это, ну, непродуктивно, скажем мягко. Слева от меня какая-то застройка, все завешено баннерами. Гостиничные какие-то комплексы, я так понимаю, дальше. Вот, и нам как раз в ту сторону. Так, сейчас нам нужно будет как-то перейти эту улицу. Вот влево. Вот там какой-то комплекс, вот. Вот там сейчас туда. Так, надо понять только, как здесь дорогу переходить. Движение вот такое прям. Интенсивная. Ну, вроде есть пешеходки, не знаю, перебежками как-то идти нахрен. Короче, тут какой-то частный сектор. Все перегорожено. Вот. Ну, не знаю. Сейчас где-то в конце, по-моему, будет ресторан. Сейчас еще раз карту посмотрю. Вот, а так здесь цивильно. Ну, как говорится, за ваши деньги. Все для вас. Да, здесь очень круто все сделано. А, тут какой-то прям движ. Тут и местные, и туристы. Очень много иностранцев тут сейчас. Много-много отелей, каких-то комплексов. Ну, прям так заряжено, хорошо все. Очень даже прям хорошо заряжено. Такие VIP домики. Все красиво прям. Здесь, в общем, такой пляжик. Очень красиво. Все аккуратненько. Так, а нам сейчас нужно вправо туда. А там, походу, дождь пошел. Ё-моё. Ну, если что, обратно на такси поедем. Обалдеть. Ну ничего, пройдемся по пляжу. В сторону ресторана. Не каждый день работу ищешь на пляже. По дороге, по пляжу. Но здесь людей поменьше на этом пляже, чем у нас там. Да, здесь круто. Но здесь вообще все по красоте сделано, смотрите. Ну и поэтому неудивительно, что здесь будет ресторан такой топовый. Только надо сейчас его найти еще будет. Так, ну все, где-то здесь. Где-то здесь, скорее всего, вон то вот место. Сейчас попробуем зайти, узнать. Посмотрим, что скажут. Короче, побрили меня. Не надо никого им тут. Теперь надо выход найти. В общем, такая вот история. Нам тогда в сторону дома выдвигаться. Сейчас дождик будет. Вон облака, небо какое. Да, сейчас бомбанет, так бомбанет. Вот. В общем, что по итогу дня? Обошел мест 5 сегодня. Ну, по крайней мере, пешочком прогулялся. Уже хорошо. Вот. Одного места вообще не было на карте. В 2 местах по-английски вообще не говорят. Какое-то еще место, по-моему, я уже забыл. И вот сейчас вот это место. Тоже сказали, что нужен вроде какой-то там то ли хостес, то ли кто-то еще. Я таки не понял. Они с таким акцентом еще диким говорят на английском. Вот. В общем, повара им на кухню не требуется. Ну, и как обычно, в хороших манерах там подойдите на ресепшн, возьмите нашу визитку и на почту можете нам отправить там свое там CV, ну, свое резюме. Но в чем я не вижу вообще смысла никакого.
То есть, если уже сказали, что не требуется, значит, как бы, ну, в чем смысл ходить что-то там и... Так, надо понять теперь, как выйти отсюда. Попробуем так. Так, сейчас, наверное, пойдем вдоль пляжа. Вдоль пляжной линии всей. Здесь надо только немножко будет пройти вот эти вот катакомбы непонятные. Какие-то заборы. Вот эти комплексы мажорские. Суки, даже работы нету для меня. Они даже не знают, кого потеряли. Хер с ними. Архитектура, да, здесь забавная. Это все потому, что цены на землю дорогие. Ну, если для тех, кто не знает, рассказываю. Здесь очень много можно встретить домов таких узких. Вот, потому что стоимость земли, ну, квадратные метры, она прям такие, ну, я не знаю, какие цены, но я знаю, что дорого. И вот поэтому все вверх строят, в высоту. Все дома. Они узкие, высокие, там по 5, по 6, по 7 этажей. Ну, относительно высокие. Да, и так, что я подумал? То, что, скорее всего, все это бесполезно здесь будет. Ну, вот эти поиски. Тут вариант такой, что если оставаться в этой сфере, ну, в плане ресторанов вот этого, то это нужно либо что-то свое делать, либо искать сразу каких-то людей, которые с нуля будут открывать, с ними пообщаться как-то и полностью содействовать в запуске там ресторана и, ну, полностью всех вот этих дел с самого начала. Потому что так в готовый работающий ресторан, там где почти что 100% персонала вьетнамцы, ну, это нереально. Просто нереально. Уже какой день? Сколько уже? Наверное, больше 20 резюме в рестораны было отправлено. Вот так вот хожу второй день или какой-то третий. Все это непродуктивно. Поэтому нужно либо каких-то ребят искать, которые единомышленники, и делать какую-то свою тему. Я не знаю, там русскую кухню вообще поставить здесь и все. Начинать с чего-то небольшого. Вот, а дальше там уже видно будет. Но в любом случае какая-то деятельность должна быть. Чем-то нужно по-любому заниматься будет. Так, я не знаю, под дождик попадем, нет? Небо какое черное. Думаю, ситуацию эту решим. Потому что по-другому мы не умеем. Вот, в любом случае что-нибудь придумаем. Это однозначно. Вот, а так оставайтесь на связи. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Нажимайте колокольчик. Увидимся через пару дней, ребят. Всем пока.